Бункер времен Второй мировой войны открывает по-настоящему мрачные тайны. Хотя та война давно ушла в прошлое, ее тени до сих пор бродят среди нас, затаившись под землей, под толщей морской воды и в разрушенных руинах. От Европы до самых отдаленных уголков планеты продолжают появляться следы той эпохи: ржавое оружие, утонувшая техника, спрятанные подземные укрытия и пугающие личные вещи, пропитанные историей, которую время пыталось стереть. Одни находки проливают свет на забытые события, другие вызывают новые вопросы и страх. Сегодня мы отправимся в путешествие по самым зловещим и тревожным открытиям, связанным со Второй мировой. Волчье логово — название, от которого веет кошмаром. В глубинах мазурских лесов Польши скрывался этот секретный штаб нацистской верхушки. Здесь, вдали от глаз мира, заседали самые влиятельные фигуры Третьего рейха. Это был не просто командный пункт, целый город с кинотеатром, чайной, парикмахерской и сауной. Адольф Гитлер провел здесь более 800 дней. Это убежище он использовал чаще других. Оно было защищено со всех сторон — бункерами, минными полями, проволочными заграждениями и вооруженной охраной. Но в начале 2024 года внутри этого молчаливого комплекса сделали открытие, от которого кровь стынет в жилах. В руинах бывшей виллы Германа Геринга археологи нашли человеческие останки, скелеты как минимум 3 взрослых и 1 ребенка, причем у всех отсутствовали кисти и ступни. Как они погибли, остается тайной. Казнь, пытка или ритуал? Ответов нет. Еще жутче осознание, что одно из самых охраняемых мест Третьего рейха теперь нашептывает секреты, не поддающиеся объяснению. Далее наш путь лежит в ледяную Гренландию, где в безмолвии арктической пустыни спрятано одно из самых забытых мест — военная база Blue East 2. Построенная в 1941 году военно-воздушными силами Соединенных Штатов Америки для снабжения боеприпасами, она была покинута всего через несколько лет, в 1947. Все, что находилось на территории — топливные бочки, здания, техника, ящики с динамитом — было оставлено на произвол судьбы. Снег и ветер за десятилетия почти полностью погребли базу, но следы ее все еще видны. Сейчас это кладбище ржавых бочек, разбросанных по белой равнине. На первый взгляд — безмятежный пейзаж, но при ближайшем рассмотрении становится ясно — это экологическая катастрофа. Топливо просачивается в почву, здания рушатся, а земля заражена. Местные жители, живущие охотой и рыбалкой, опасаются того, что теперь скрыто в воде и грунте. Очистка, начатая в 2019 году, продвигается медленно, ведь подобных баз в Гренландии свыше 30. Дания выделила средства, но Соединенные Штаты предпочитают молчать. Ученые опасаются, что таяние льдов может обнажить новые опасные отходы, в том числе из ядерного лагеря Сенчури. Теперь перенесемся на Ивадзиму, где реальность превзошла любые фильмы ужасов. После подводного извержения вулкана морское дно поднялось, выбросив на поверхность десятки ржавых кораблей, затонувших во время ожесточенной битвы Второй мировой. Эти суда, захваченные американским флотом в 1945 году, были затоплены специально, чтобы образовать волнорез. Спустя десятилетия их остовы вновь появились на свет, выбеленные солнцем и солью. Сквозь пробитые борта и следы пуль словно смотрит сама война. Извержение вызвал вулкан Фукутоку-Оканоба, породивший даже новый остров. Ивадзима, где под горой Сурибачи до сих пор дремлет активный вулкан, остается необитаемой. Опасность извержений и множество неразорвавшихся бомб делают Землю смертельно опасной. Но с появлением кораблей-призраков остров словно ожил, вновь напоминая о пережитом кошмаре.
За несколько лет до войны в Берлине возвели Олимпийскую деревню 1936 года, символ силы и амбиций нацистского режима. Тогда она блистала как образец немецкого порядка: общежития, спортивные площадки, бассейны, столовые. Но за этой витриной скрывалась идеология превосходства. Гитлер использовал игры как инструмент пропаганды, не допустив к участию еврейских спортсменов. После завершения Олимпиады деревня превратилась в госпиталь, а затем в военное училище. После войны сюда вошли советские войска, и на десятилетие это место стало базой холодной войны. Когда армия покинула его в 1992 году, оно оказалось забытым и постепенно разрушалось, превращаясь в музей привидений XX века. Недавно российские водолазы в заливе Петра Великого нашли под слоем ила советскую подлодку М-49 класса «Малютка», исчезнувшую в августе 1941 года во время патрулирования у Владивостока. Десятилетиями о ней не было вестей. После долгих поисков и обследований подводные роботы обнаружили корпус судна. Лодка лежит неповрежденной, словно застыла во времени, став братской могилой для 22 моряков. Считается, что она могла подорваться на собственной мине. Мгновенная гибель без следа. Не менее загадочная история произошла у берегов Дании. В 2018 году обнаружили обломки немецкой подлодки У-350-23 типа 21, одной из самых совершенных разработок Третьего Рейха. Ее считали способной пересечь Атлантику, не поднимаясь на поверхность. Она исчезла в мае 1945 года, за 2 дня до капитуляции Германии. Когда исследователи нашли ее, нос судна был вбит в морское дно, а корма вздымалась вверх, будто лодка все еще пыталась вырваться из плена. На северных просторах Земли Александры российская экспедиция сделала сенсационную находку — ледяные руины базы Шацес-Гребер, построенной нацистами в 1942 году. Официально это была метеостанция, но в архивах давно ходили слухи о ее тайном назначении. Среди более чем 500 найденных предметов — канистры с топливом, патроны, инструменты и документы со свастикой. Все прекрасно сохранилось в вечной мерзлоте. История базы закончилась трагически. В 1944 году весь экипаж отравился сырым мясом белого медведя, и их эвакуировали, оставив объект на произвол арктических ветров. В окрестностях Парижа недавно обнаружили огромную авиабомбу времен Второй мировой. Рабочие наткнулись на устройство весом более 500 килограммов всего в 2 километрах от центра столицы. Оно пролежало под железнодорожной веткой 80 лет. Власти немедленно перекрыли вокзал Гар-дю-Нор и отменили сотни поездов, эвакуировав более полумиллиона человек. Опасения были не напрасны. Взрыв такой мощности мог разрушить кварталы. Но этот случай напомнил, что даже спустя десятилетия под современными городами скрываются смертоносные реликвии войны. Под самим вокзалом позже нашли старый нацистский бункер, застывший во времени, узкие туннели, телефонные станции, немецкие надписи на стенах, словно тени ушедшей эпохи. В 2012 году в Мюнхене власти нашли у Корнелиуса Герлита, сына Адольфа Гитлера, более 1500 картин, спрятанных в квартире. Среди них работы Мане, Матисса, Пикассо, Шагала. Большинство произведений были украдены у еврейских семей. Коллекция пролежала десятилетия, став символом того, как глубоко зло проникло в искусство. В немецком городке Хикондерф в 2015 году полиция наткнулась на другой след прошлого. В подвале пожилого мужчины стоял настоящий танк «Пантера», зенитное орудие и торпеда. Чтобы вывести танк, потребовалось 20 солдат и 9 часов.
Позже коллекционеру назначили крупный штраф. Даже спустя десятилетия война продолжает возвращаться в самых неожиданных формах. В 2020 году в Балтийском море водолазы нашли настоящую машину «Энигма» — шифратор, которым пользовались немецкие подлодки. Сначала ее приняли за старую пишущую машинку, но, очистив от ила, увидели знакомую клавиатуру и эмблему. Эта находка напомнила, как британский математик Алан Тьюринг и его команда сумели разгадать шифры «Энигмы», приблизив победу. В том же году в Венеции во время работ по реконструкции канализации нашли огромную авиабомбу времен войны. Ради безопасности эвакуировали тысячи жителей и остановили транспорт. Только после успешного обезвреживания жизнь вернулась в город. В Гренландии под 300-футовым слоем льда обнаружили самолеты времен Второй мировой. Истребители Пи-38 и бомбардировщики Би-17. Один из них, Glacier Gerald, был извлечен еще в 1992 году, другой — в 2018. Они сохранились идеально, словно замерзшие во времени. Эти находки поражают не только сохранностью, но и тем, как быстро природа способна похоронить прошлое. Недавно в российском архиве нашли дневник Генриха Гиммлера, 1000 страниц его повседневных записей. Хладнокровие строк поражает. Утренние процедуры, семейные беседы, а между ними приказы о массовых расстрелах. В записях от 4 октября 1943 года речь, где он открыто провозгласил план уничтожения евреев. Взглянуть в этот дневник значит заглянуть в разум без совести. В Линкольншире археологи нашли пулю времен войны и целый набор предметов британской армии времен операции «Маркет Гарден», пуговицы, детали двигателей, фундаменты бараков. Эти мелочи рассказывают о солдатах, готовившихся к битве, о людях, чьи судьбы растворились в истории. Эти вещи не о крови, а о тишине, о людях, которых война заставила исчезнуть. Что страшнее, оружие, сохранившее запах смерти, или письма, в которых все еще живы голоса тех, кто ушел навсегда? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.